Я снова в поле, а это значит, что настало время для... Нет, не карамельных ракет, а вуш-ракет или пьяных ракет. Ракет на газовой смеси. Мой внимательный и постоянный зритель, наверное, обратил внимание на тот факт, что я почти полностью в своих видео обхожу вопрос о соплах и двигателях. Да, это так. Большинство двигателей у меня полусопловики. Полусопловик, то есть это двигатель, в котором роль сопла выполняет заглушка с отверстием посередине диаметром чаще всего равным диаметру топливного канала, без какого-либо профиля и геометрии. Потому что так проще, потому что достаточно просверлить отверстие в эпоксидной или бентонитовой заглушке и двигатель готов. Нередко видел, как немало начинающих ракетчиков бросаются делать сопла Лаваля, не имея даже хоть маломальски работающего держащего давления движка. Конечно, все выглядит круто и по-взрослому, но, справедливости ради, эффект от сопла не такой уж и значительный, в отличие от параметров шашки и параметров критического сечения сопла. Или попросту диаметр отверстия в заглушке. Мои слова легко проверить, использовав любой калькулятор, учитывающий профиль сопла. Давайте зададим параметры моего движка в Rocky Motors без профиля и с профилем. Поиграемся с цифрами. Ради интереса возьмем еще один движок. Как видите, разница не такая уж и огромная. Да, в теории разница может доходить до 30%. Но работа сопла зависит от рабочего давления при выходе из камеры сгорания, а потому требует более мощных движков. На сравнительно простых движках, увы, прирост не сильно значителен, но он есть. Окей, как работает сопло? Внутри камеры сгорания сгорает топливо, выделяется газ. Чем больше выделяется газа, тем выше давление. Частичкам газа становится тесно, и они попытаются покинуть камеру сгорания через какое-либо отверстие. В общем-то, отверстие это и есть критика нашего сопла. Чем оно меньше, тем, соответственно, больше будут скапливаться у этого отверстия наши частички, и тем быстрее и радостнее из него выбегать, когда они покинут камеру сгорания. Это, конечно, все замечательно, но они сталкиваются с частичками воздуха, с атмосферой, и эффективность, оказывается, так себе. Более того, они разлетаются не прямо в сторону вектора тяги, а, в общем-то, и налево, и направо, а это не очень эффективно. Чтобы решить эту проблему и повысить эффективность работы двигателя, эффективность сопла, люди придумали профильные сопла, и одно из которых это сопло Лаваля. То есть, как оно работает? У нас есть камера сгорания, критика, где скапливаются частички, и здесь частички движутся с дозвуковой скоростью, и причем они даже замедляются в районе критики, потому что здесь они начинают толпиться. А с другой стороны, так бы они вышли и столкнулись с атмосферой. Но если им сделать специальный канал, где никто им не будет мешать в движении, специальный профиль, то у них будет место, где они смогут разогнаться и счастливо покинуть камеру сгорания. И, соответственно, если сделать такой колокол, раструб, если хотите, то скорость у частичек может возрасти до сверхзвуковых скоростей, и, соответственно, эта скорость нам даст в итоге тягу в нужном направлении. Это неплохая идея, но проблема в том, чтобы нам сделать такой профиль, при котором будет выполняться условие, что давление в двигателе в момент покидания этого профиля сопла сравняется с давлением атмосферным. А кроме того, нам нужно подобрать нужное сечение критики. И что мы знаем? Мы должны найти такую площадь сечения, при котором, соответственно, выравниваются у нас давления. Есть какое-то соотношение, там матан, но нам нужно также знать соотношение этого размера при покидании сопла и соотношение критики. В общем, об этом дальше.
Изготовление профильного сопла – это целая технология. То есть можно попробовать отливать профиль в эпоксидной заглушке, хотя это ослабит сопло и прогорать оно будет за счет небольшой толщины критики быстрее, либо вовсе сменить материал сопла, например, на цемент. Гипс, увы, для средних мощных движков слишком уж хрупок. Можно использовать профильную вставку, например, из графита в идеале или из керамики. Правда, керамику надо обжигать в муфельной печи. Проблема со вставками не только в том, как их фиксировать надежно и герметично в движках, но и, собственно, в материалах. Вклеивать графит – это сильно расточительно, если графитовые стержни покупать. Если говорить о керамике, то необожженная глина также сыпется, как и гипс. А для обжига нужна все-таки муфельная печь, а ее у меня нет. А делать и покупать ради прироста тяги в 5-10% нужно иметь много энтузиазма. Еще вариант просто сделать многоразовый перезаряжаемый движок из металла. Это идеальный вариант, ведь за счет прочности корпуса можно значительно поднять рабочее давление. Но тут нужен токарь или токарный станок по металлу, и пока с этим у меня не сложилось. Короче, я веду к тому, что овчинка выделки не стоит. Но наука. Наука есть наука, а у меня канал вовсе о ракетной науке. Что ж, есть у меня одна идея. В принципе, для тестов можно использовать пластиковое сопло. Как раз мне жена подарила недавно 3D принтер. Даже в случае карамельных движков это не такой плохой вариант. Движки работают очень непродолжительное время, 1-2 секунды, что дает времени полностью не расплавить сопло. Некоторые умельцы, например, ребята из РРКС, и вовсе делают рабочие движки, распечатанные на 3D принтере. Сегодня я, правда, не буду делать и испытывать сопло на карамельном топливе, это расточительно и долго. Видео все-таки о соплах, поэтому у меня есть другая идея. Использовать так называемую технологию УУШ ракеты или ракеты на газовой смеси, обычно спирта и кислорода. УУШ ракета получила свое название из-за характерного звука, создаваемого при сгорании топлива в бутылке. Да, собственно, вся ракета и она же камера сгорания – это пластиковая бутылка. Чтобы повысить эффективность ракеты, конечно, нужно использовать сопло, ведь горлышко бутылки слишком широко. И тут даже есть рекомендация НАСА, какого именно диаметра взять сопло. Я не буду вдаваться в математику расчетов параметров сопла, она сводится к нахождению оптимальной площади отверстия сопла и зависит от газовой смеси. НАСА рекомендует использовать для 2-литровой бутылки отверстие в 3/8 дюйма, что соответствует 9,5 мм. Забегая вперед, скажу, что НАСА сильно перестраховывается, предлагая опыт студентам и школьникам в избежание нештатных ситуаций. А отверстие такое, что бутылка в любом раскладе и с любой спирто-воздушной смесью останется целой. Ладно, скажу прямо, я фактически повторяю эксперимент Scientist. Ролик и канал на английском, но я должен отдать должное автору за его работу. Кто владеет английским, настоятельно рекомендую. Итак, идем в какую-нибудь программу 3D моделирования и рисуем набор крышек сопел для опытов. Я делаю набор беспрофильных сопел с отверстием от 9 до 5 мм. Проходя от большего к меньшему, следует убедиться, что расчетное отверстие в 5 мм будет безопасным. Также сделаем еще профильные сопла двух типов – сопло Лаваля, оно же сопло колокол, и более экзотическое – аэроспайк, оно же клиновоздушное сопло. Сразу говорю, профиль я буду делать по наитию, без расчетов, и эти профили, скорее всего, будут очень далеки от идеала. Заканчиваем рисовать и распечатываем сопло из ПЛА пластика. Если верить РРКС, то этот пластик более подходит в качестве материала для сопла. Проверять в сравнении с ПЭТ, Ватсон или АБС я не буду не сегодня, да и это не важно для разовых испытаний. Все модели, кстати, кому интересно, найдете на Syncverse, ссылка будет в описании. В результате у меня получился набор из вот таких вот сопел. Набор беспрофильных и профильных сопел. Еще раз скажу, что критика играют решающую роль, поэтому сравнивать профильные сопла следует с теми же диаметрами отверстий, как и в беспрофильном варианте. В этом отношении точно посчитать и распечатать профиль критики клиновоздушного движка со всеми его поддержками сложно. Я использовал готовую модель, не рисовал с нуля
Поэтому, чтобы убедиться точно, что нам хотя бы примерно нужная площадь соответствует в отверстиях, я использую шайбы вставки с отверстием нужного диаметра. Это, конечно, не совсем правильно, но прошу меня простить. Кроме того, нам нужно чем-то зажигать смесь. Для зажигания можно использовать хоть спичку, хоть лучину, но гораздо безопаснее использовать либо пьезозажигалку, как у Skyntech, либо высоковольтный разрядник. Вот такой. Заказываем на AliExpress, получаем и собираем в нехитрую схему, питающуюся от 4 мизинчиковых батарей. Батарею с выключателем подключаем к высоковольтному модулю, а выводы с него к электродам. Можно использовать, например, свечу зажигания, а можно просто пару болтов и шурупов. Теперь достаем бутылку. Да, со временем самоизоляции у меня накопилось, к счастью, немало бутылок. Сегодня они нам почти все и понадобятся. Правда, у меня бутылка объемом не 2, а 1,5 литра. Но это, конечно, повлияет на количество смеси и тягу движков, но не будем плакать об этом. Берем, что есть. Вставляем электроды внутрь бутылки, а саму бутылку заправляем спиртом. Я буду использовать два вида спирта. Этиловый 96% технический спирт, хвосты от самогона, так и 99% изопропиловый спирт. Изопропиловый спирт – это антисептик, которым, я надеюсь, вы моете руки после посещения общественных мест. Если он чистый, как мой, то он невероятно летуч, а также именно он должен быть заметно мощнее и пропанола, и этанола. Итак, добавляем чайную ложку спирта внутрь бутылки и закупориваем ее. Чтобы спирт быстрее выпарился, либо встряхиваем бутылку пару минут, либо просто смазываем спиртом весь внутренний объем бутыли. Вообще, тут я должен сделать ремарку, что результат еще будет зависеть от насыщения воздуха парами спирта. Поэтому для чистоты эксперимента желательно полностью повторить и количество спирта, добавляемого в бутылку, и порядок, и время его испарения. Кстати, много спирта относительно кислорода в бутылке тоже плохо. Так, переизбыток спирта и недостаток кислорода приведет к недогоранию паров. Также важно использовать только чистую и проветренную полностью бутылку. При наличии водяных паров или продуктов горения, углекислого газа, горение может ухудшиться или вовсе не произойдет. И, наконец, последний – это стенд. Тут все просто. Достаем начинку тензометрического стенда, весов и вешаем датчик так, чтобы к его концу подвесить бутылку. Изначально я повесил на тензодатчик профиль для безопасности, но из-за большого плеча люфтов показания крайне были неточны. Поэтому лучше использовать защелку, тоже распечатанную на принтере. Собираем все воедино и идем тестировать. Беспрофильные сопла. Отверстие 9 мм. Отверстие 7 мм. Отверстие 6 мм. Отверстие 5 мм. Оп! На расчетном отверстии виден крутой эффект. Вот эти точки – это диски маха. Даже несмотря на то, что это сопло не профильное, нужное давление, сжатие профилем бутылки дало нам сверхзвуковую струю газов. Очень круто. Даже не ожидал, что у меня с первого раза получится. Ну, прямо успех. Сопло Лаваля. Отверстие 6 мм, раскрытие 22 градуса. Мощь. Даже болты вырвало. Правда, сложно сказать, что там по струе, ведь она закрыта колоколом и есть ли сверхзвук, но вряд ли. Сопло Лаваля. Отверстие 6 мм, раскрытие 11 градусов.
Как и в случае с предыдущим соплом, хорошо видно, что на выходе струя газов имеет почти прямой профиль, то есть сопло сделало свою работу, выровняло давление. Правда, так как сопло я делал на глазок, видно, что в обоих случаях, что это произошло не точно по профилю сопла, не в месте среза, но есть что улучшить. Аэроспайк. Отверстие 6 мм, угол 37 градусов. Работает. Струя огибает клин. Аэроспайк. Отверстие 6 мм, угол 23 градуса. Но дисков маха не видно. Рискну предположить, что маловато давления и скорее всего площадь сечения больше, чем 6 мм. Вот такие сводные результаты. Работают ли профили? Ну, очевидно, что да. Я думаю, имеет смысл говорить о результатах с изопропанолом, потому что он явно мощнее в 1,5 раза. Плюс этанол испытывался вторым, и поэтому результаты могут быть с ошибкой из-за эрозии сопел. Профиль Лаваля работает, хотя по форме газовой струи не идеально. С аэроспайком очевидно, что все плохо, и заглушка отработала очень так себе, особенно хорошо видно по боковым искрам. Отверстие, очевидно, там в районе 10 мм, похоже. После испытаний можно увидеть, как даже на разовых испытаниях жизнь и огонь потрепал наши сопла. Где-то эрозия, где-то прогары и трещины, даже при горении в доли секунд. Наконец, что осталось сделать в этом видео, это запустить ракету. Не правда ли? Собственно, вся ракета — это бутылка, еще кусок бутылки в качестве обтекателя, пенопластовый конус для лучшей аэродинамики, а также стабилизаторы, распечатанные на 3D принтере. Собираем воедино. Также потребуется пусковая. Соберу ее из пары досок, и нужна такая поддержка, чтобы подвести электроды из шурупов прямо под сопло. Здесь, увы, мы не можем зажечь газ внутри бутылки, а только при выходе из сопла. Я предполагаю, что это приведет с одной стороны к утечке газовой смеси, а с другой к тому, что часть смеси не успеет прогореть, вытеснившись выхлопными газами. Ну, чего уж, внутрь сопла просовывать зажигание можно, но я пока не буду усложнять себе жизнь. Поехали. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и оставляйте комментарии. Давайте так. Если ролик наберет, например, 50 лайков и хотя бы 25 комментариев, то я выпущу продолжение с большим объемом камеры сгорания и новыми, более точными профильными соплами. С вами был Илья, и кто не подписался, то новое видео пропустил. Всем пока-пока.